Здравствуйте, друзья! Сегодня многих беспокоит, волнует, интересует тема теракта, совершенного в Крокусе, в концертном зале. Как вы помните, несколько террористов, 4 либо 6, зашли туда с оружием, с горючей смесью, расстреляли посетителей, зрителей, которые собирались смотреть концерт, и подожгли здание. Всего 140, чуть больше 140 погибших, жертв, раненых, и полностью уничтоженный концертный зал. Произошло это как раз в канун праздника Пурим, который называется у иудеев веселым. Отмечается в честь того, что евреи, которые находились в Вавилонском плену, они освободились из-под гнета администрации вавилонской и сами вместо этой администрации, вместо вавилонских чиновников заняли их посты. Произошло это при помощи жены монарха, которая была еврейкой, и по просьбе вот этой вот жены вавилонского монарха, множество вавилонских чиновников, в том числе и премьер-министр Аман, были казнены. В этой связи евреи празднуют этот праздник, веселый праздник Пурим, особым образом. Он считается наполовину религиозным, наполовину светским. И, в общем-то, он когда-то и совпадал и с 8 марта, но суть празднества заключается в том, что иудеи в этот праздник напиваются, алкоголем напиваются до такой степени, что перестают различать два возгласа. Первый возглас – это благословен Мордехай, это учитель жены вавилонского монарха, и проклят Аман. Аман – это премьер-министр. Такая предыстория. Но что касается теракта в концертном зале Крокусе, то здесь дело посложнее. То есть, если в Вавилонии, там противостояние совершалось между вавилонскими чиновниками и иудеями, на стороне которых была жена вавилонского царя иудейского происхождения и ее наставник, духовный учитель Мордехай, и с другой стороны это премьер-министр вавилонский Аман. Есть даже такое поверье, что традиционное блюдо иудеев в этот праздник – это так называемые уши Амана, которые нужно есть. Что касается версий, здесь уже большая конспирология в этом вопросе, и, по всей видимости, Путин и его окружение хотели бы объединить россиян вокруг одной единственной версии виновников этой террористической акции, которых они назначили, это украинцы. Но, по всей видимости, у Путина это не получается. Хотя они там заявили, что эти якобы террористы, 4, которые на белом автомобиле ехали якобы в сторону украинской границы, где якобы там для них было приготовлено окно. Одновременно с этим белорусский президент Лукашенко говорил, что они ехали в направлении Белоруссии, тоже, наверное, преследуя какие-то свои локальные цели. Так что сплотить россиян вокруг версии об украинском руководстве этим террористическим актом как-то не очень получается. И слушал я, например, видеоблог одного из россиян. Он, во-первых, он вообще заявляет, что
виновниками этого террористического акта являются иудеи. Он говорит, вы посмотрите, иудеи кругом. Иудеи в ФСБ, иудеи в СБУ, иудеи в Израиле. Ну, в общем, кругом одни иудеи. И, ну, поскольку, значит, вы же понимаете, говорит этот блогер, что Путин поддержал палестинцев, и именно поэтому, значит, иудеи обиделись на Путина и устроили такой вот террористический акт. К тому же этот акт произошел в концертном зале, который принадлежит иудеям, то есть собственники Крокуса – это иудеи. Ну, то есть уже две версии, как вы видите. Первая версия – это путинская, значит, что виноваты украинцы. Вторая версия – это вот версия, что виноваты все же евреи, от которых нужно Россию спасать. Есть еще и третья версия, например, ИГИЛ. Да? ИГИЛ сам заявил, что это они устроили этот террористический акт, это они берут ответственность за него. И, в общем-то, вот и все. То есть это третья версия, ИГИЛ. Почему ИГИЛ? Ну, потому что Путин союзничает с Ираном, от которого получает шахеды, а Иран противостоит Ираку, ну, который, в общем-то, является тем местом, где базируется ИГИЛ. Поэтому, значит, поскольку Иран, друг Путина, противостоит Ираку, другу ИГИЛа, поэтому ИГИЛ и совершил такой террористический акт. Тоже логично, уже третья версия. Итак, первое – это украинцы, второе – это иудеи, и третье – это ИГИЛ. Какие еще версии? Это множество версий. Например, некоторые заявляют, что Россия ведет прокси-войну с США или с НАТО на территории Украины. Почему бы не исследовать эту версию? То есть первое – это украинцы, второе – это иудеи, третье – это ИГИЛ, а четвертое – это НАТО, спецслужбы. И еще пятая версия – есть Евросоюз. Почему бы и Евросоюзу не заказать террористический акт? Ну, то есть, как вы понимаете, бред на бреде и бредом погоняет. То есть, какое НАТО, какой Евросоюз? Ну и вообще-то какая Украина. То есть вот эти вот версии, которые имеют место, они не расследованы, никаких доказательств не приводится. И, например, я вот не вижу, например, раненых, да, которые остались после этого террористического акта в клиниках, в больнице. Этих раненых никто не посещает. Похорон торжественных я не видел. Значит, а обычно же раненых нужно посетить. Ну, хотя бы не Путин, но хоть бы Песков пришел и показал вот крупным планом. Вот человек раненый, вот он говорит, что он там находился в этом Крокусе и чего-то там видел и о чем-то рассказал. Но нет, такого нету. Поэтому сложно сказать, это в действительности был этот террористический акт в Крокусе или что-то там не то, то есть раненых нету. Но вот такая вот с этим Крокусом даже не дилемма, не трилемма, не четырилемма, не пенталемма. Ну, в общем, 5 версий уже насчитано. И ни одна из них не объединяет россиян. То есть вот этот вот террористический акт в Крокусе, он сыграл такую разъединяющую роль россиян. В противовес тому, чего от этого теракта ожидали российские путинские власти. Объединить россиян, назначив Украину. И оказывается, никак не получается. То есть, наоборот, по разным версиям все они разъединились, и уже каждый думает свое. Так что вот такую злую шутку, можно сказать, сыграли террористы в концертном зале Крокус в день празднования иудейского праздника Пурим. Ну,
во время которого принято вкушать блюдо, называемое уши Амана. Насчет ушей Амана это вообще очень примечательно. То есть силовики российские задержали предполагаемых террористов очень жестко, и одному из них отрезали ухо и заставили его это ухо свое жевать. Ну, вообще, те зверства, которые применили к задержанным российские силовики, они ни в какие рамки правоохранительных действий не входят. Поэтому можно и даже не исключить ту версию, что это сами силовики российские устроили этот теракт. Но оставим, мои дорогие зрители, за вами решение, кто же устроил, кто же заказчик этого теракта в Крокусе. Либо российские силовики, либо украинцы, либо иудеи, либо ИГИЛ, либо спецслужбы НАТО, которые предупреждали Россию об готовящемся теракте. Ну, вот, либо ЕС, ну, сами как хотите считайте, расследуйте, но объединить, во всяком случае, вокруг одной версии всех россиян, как хотел того Путин, не получается. Спасибо за внимание. До новых встреч.